Привет! Ты снова на канале IT User Help. И сегодня в этом видео я хочу рассказать тебе о том, как сделать звук твоего смартфона либо планшета на операционной системе Android намного громче. Планшеты и телефоны с операционной системой Android очень хорошо подходят для просмотра видео и аудио, а также для подключения этих устройств к большому экрану, например, телевизору. Но зачастую громкость на таких устройствах, как телефон или планшет, недостаточно для комфортного прослушивания либо просмотра видео. И в этом видео я хочу рассказать, как можно увеличить громкость вашего смартфона. Основные способы — это скачивание сторонних приложений, которые позволяют увеличить громкость программно. И во время подготовки к видео я искал такие приложения в Play Market. И большинство из них, к сожалению, оказались не очень хорошими, некачественными и не до конца выполняющие свои функциональности, свои функции и то, что заявлено в описании. Многие из этих программ, которые вы можете скачать в Play Market, они бесплатны, но они либо не выполняют свою функцию, то есть не увеличивают громкость в вашем смартфоне, либо, что чаще всего, они напичканы рекламой, то есть пользоваться либо очень неудобно, либо практически невозможно. То есть вы можете при каждом нажатии на какую-нибудь кнопку интерфейса этого приложения увидеть рекламу всплывающую, либо были такие приложения, я находил в Play Market, которые раз в какое-то время просто показывали видео рекламу, что, совсем неудобно, если вы смотрите видео на большой громкости, либо прослушиваете музыку на большой громкости, и тут вам посреди ничего выскакивает видеореклама с большой громкостью. И таких приложений просто навалом в Play Market, поэтому я остановился только на тех приложениях, которые являются абсолютно бесплатные, у которых нет рекламы в приложении, либо она может и появиться, у меня не было, но она будет ненавязчивая, минимум рекламы. И также я сюда добавил приложения, которые являются бесплатные, но у которых, в принципе, есть платная версия с дополнительными функциями. Но основной функционал можно получить в бесплатной версии. Такие я тоже добавил. И того, что у нас получилось, это несколько хороших качественных приложений. Начнем мы с первого приложения, которое называется Equalizer. Для его поиска нам нужно английскими символами в Google Play Market ввести Equalizer. Вводите так, как ввожу я, символ. Вводим Equalizer и нажимаем Enter. После этого нам поиск выдает большое количество приложений со схожим названием. Очень важно нам выбрать сейчас приложение Equalizer от разработчика Smart Android Apps. Вот так вы название Equalizer, вот так пишется имя разработчика, и вот такой у него значок. Заходим и устанавливаем это приложение. В этом приложении можно увеличить громкость, а также настроить эквалайзер, то есть подрегулировать частоты под свой вкус. Я устанавливать не буду, так как основной функционал, который я хотел рассказать, показан в превью в Play Market. Вот мы установили это приложение. Дальше заходим в эффекты, и нам нужно выбрать, эквалайзер, если хотим, то подстраиваем частоты, а если нам именно нужно увеличение громкости, то находим пункт Sound Amplifier, это усилитель звука Sound Amplifier, и передвигая этот ползунок, увеличиваем громкость.
Второе приложение, которое я нашел, которое показалось очень хорошим, называется Equalizer FX. Вот так называется производитель DevTNUA, и вот такой у него значок. В принципе, функционал такой же, как у предыдущего. Выбирайте, который вам больше нравится, который более вам подходит. Здесь также есть эквалайзер и также есть усиление звука. Можно просто усиление басов сделать, можно просто усиление громкости, можно частоты подрегулировать. Отличие этого приложения от предыдущего еще заключается в том, что Equalizer FX может работать с Google Play Музыка. Если вы пользуетесь приложением Google Play Музыка, то это приложение Equalizer FX будет работать с Google Play Музыка, так как немногие приложения умеют это делать. Еще одно приложение, которое я хочу рассказать, называется Precise Volume. Вот так название у него Precise Volume плюс EQ Booster. Производитель этого приложения Fascinate. И вот такая у него иконка. В принципе, тот же функционал, увеличение громкости, эквалайзер. И еще один хороший у него функционал этого приложения есть, что он может добавить вам громкость, заменить андроидовскую громкость в 15 шагов. То есть, когда вы регулируете громкость стандартными Android приложением, у вас всего 15 пунктов громкости. В этом же приложении целых 100 делений, поэтому вы можете более четко настроить громкость вашего смартфона. То есть можете настроить так, чтобы было не слишком громко и не слишком тихо. Так, ну и следующее приложение, это у нас довольно известный VLC плеер под Android. Он будет хорош именно для видео и аудио. Он у меня установлен, поэтому сейчас вкратце расскажу. Так. Вот так выглядит иконка, вот так название и от производителя VideoLabs. Это приложение нам позволит увеличить громкость в видео и в аудио. Для того, чтобы в видео увеличить громкость, нам нужно перейти в настройки, доп. Настройки, далее видео и выбрать пункт усиления звука, позволить увеличивать громкость до 200%. Ставим галочку здесь, выходим. И далее при просмотре видео мы сможем увеличить громкость вдвое по сравнению со стандартными Android родным приложением. Ну, а для того, чтобы увеличить громкость в аудио, нам нужно запустить аудио, нажать на 3 точки. Так, нет. Выбрать нам нужно зайти в Equalizer. Находим Equalizer. И здесь мы также сможем, помимо регулировки частот, как обычным эквалайзером, в пункте Preamp, это усилитель, мы сможем усилить громкость. Именно громкость звука. Но для этого сначала нужно включить Enable. То есть если у вас стоит вот так серым, включаем эту функцию. И далее можем регулировать громкость и настраивать частоты, если необходимо, либо если вы это хотите. И дальше нажимаем «Сохранить». Все сохранили, пользуемся. Следующим пунктом у нас идет MX Player, всем известный тоже. Единственное, тут необходимо сделать некоторые небольшие настройки, чтобы
усиление громкости заработало. Поэтому давайте сейчас приступим, я быстро покажу. Минус у этого приложения, пожалуй, тоже есть. Показывается иногда реклама, но она довольно ненавязчивая и нечастая. Итак, зашли в MX Player. Посмотрим, какие настройки нужно сделать, чтобы было доступно усиление звука. Заходим в локальные настройки плеера. Выбираем аудио. И выбираем пункт усиления громкости. Ставим здесь галочку. Идем дальше. Дальше нам нужно зайти в настройки. После аудио заходим в декодер. И ставим пункт напротив HW+, декодер локально. Ставим галочку здесь. Все, после этого у нас будет доступна громкость до 200%. И последний пункт, который бы я хотел рассказать, это если у вас телефон Android имеет root права, то есть хорошее приложение Viper for Android, Viper 4 Android. Скачать вы можете его по вот этой ссылке. Обратите внимание на эту ссылку, она не длинная, поэтому я не буду прикреплять ее к описанию, чтобы не было проблем от YouTube. Вот эта ссылка, по ней вы сможете скачать приложение это, но оно для рутированных Android устройств, то есть для тех устройств, у которых есть root права. Здесь вы пролистываете эту страницу, это страница Viper for Android, и ищите download для Android. Например, вот этот media zip-контейнер для Android с 4 по 7, это с 4 по 6. В общем, разные версии. Отсюда сможете скачать, установить. И после установки у вас будет такое окно откроется, в котором вам нужно для увеличения громкости, если вы хотите увеличить громкость, вам нужно выбрать ползунок Extra Loud, перевести его вот в такое сиреневое состояние вправо. И далее у вас будет настройки, то есть slide легкое увеличение, moderate это среднее и extreme это большое увеличение. Ну и также можете поиграться с этими настройками, можете увеличить громкость вашего смартфона. Вообще, вот это приложение, если вы имеете root права, очень подойдет как раз для нашей цели, для увеличения громкости. Хотя тут есть и много других функций звука, реверберация, конвертер и прочие другие. Ну и в заключение хотел бы сказать, что если все же после всего того, что вы сделали, вас не устраивает громкость звука, динамиков, либо то попробуйте самое простое, это прочистить отверстия динамиков. Определите, где у вас находится динамик в вашем смартфоне и аккуратно прочистите от пыли сеточку динамиков. Также и с наушниками можно сделать. Ну и совсем радикальные способы. Это можно положить ваш смартфон в большой стеклянный стакан. Это значительно увеличит громкость. Либо положить рядом, либо напротив какой-то твердой поверхности, либо стенки из твердого материала, что тоже увеличит громкость звука. Ну, либо можете, если у вас на вашем смартфоне динамики расположены с торца сверху либо снизу, можете рукой создать некоторую воронку, которая будет направлять звук и увеличивать громкость. Ну и самый радикальный способ — это подключение внешних колонок. Существует большое множество как активных, так и пассивных. Активные, понятное дело, будут выполнять свою работу намного лучше.
Поэтому в крайнем случае можно использовать внешние активные колонки, которые позволят увеличить громкость до любого значения, которое вам нужно. Ну, на этом у меня все. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарий. Пока.